Одни приезжают на Филиппины и уже через месяц хотят уехать отсюда. Другие остаются здесь на годы, хотя живут в одной и той же стране, видят один и тот же океан, одни и те же улицы, одни и те же закаты. И за последние годы я все чаще замечаю одну интересную вещь. Филиппины очень быстро снимают с человека все иллюзии, потому что жить здесь совсем не то же самое, что приехать сюда на 2 недели. Когда ты турист, ты видишь красивые места, экзотику, новизну, эмоции. Но когда страна становится частью твоей повседневной жизни, все начинает ощущаться совсем иначе. И дело даже не в жаре, не в климате или бедности, а в том, что далеко не каждый человек психологически готов оказаться в настолько чужом для себя мире. После прошлого ролика про мои 4 года жизни на Филиппинах я прочитал огромное количество комментариев. И честно, некоторые истории меня реально зацепили. Кто-то писал, что тоже когда-то переехал в другую страну и чувствовал себя здесь потерянным. Кто-то рассказывал, что наоборот, только после переезда понял, что впервые начал жить так, как ему действительно хотелось. Было много комментариев про одиночество, про ощущение, что человек больше не чувствует себя дома нигде. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто делится такими вещами. Потому что сейчас очень редко люди пишут искренне. А когда человек рассказывает что-то настоящее, это чувствуется сразу. И, наверное, именно после того ролика я еще сильнее задумался о том, почему одни люди в Азии буквально оживают, а другие очень быстро начинают чувствовать себя здесь чужими. И мне кажется, что проблема часто вообще не в стране. Потому что Филиппины могут подарить человеку ощущение свободы, а могут, наоборот, вытащить наружу все, от чего он пытался убежать. Очень многие едут в Азию не только ради климата, и даже не ради дешевой жизни, которая, кстати, на практике оказывается далеко не такой дешевой, как многие ее себе представляют. Часто человек просто устает от своей старой реальности, от постоянной гонки, от ощущения, что жизнь превращается в бесконечный повтор одного и того же дня. Работа, дом, усталость, снова работа. И в какой-то момент начинает казаться, что если полностью сменить место, то автоматически изменится и сама жизнь. И когда человек впервые попадает на Филиппины, это ощущение действительно появляется. Океан, теплый воздух, совсем другой ритм жизни, люди улыбаются, никто никуда не спешит. После стран СНГ это особенно ощущается почти как другая планета. Ты начинаешь смотреть вокруг и ловишь себя на мысли, что впервые за долгое время перестал постоянно куда-то бежать. И в этот момент очень легко влюбиться в саму идею новой жизни. Но проблема в том, что отпуск заканчивается, а бытовая жизнь остается. И здесь она может показаться даже сильно сложнее, чем жизнь его старой, но настолько привычной квартирки в родном городе. Потому что смотреть на красивую картинку со стороны – это одно, а жить внутри этой самой картинки каждый день, день за днем – это совершенно другое. Есть вещи, которые начинаешь замечать не сразу. В первой неделе все кажется интересным, новым. Даже местный хаос воспринимается как часть приключения. Но потом наступает момент, когда ты вдруг понимаешь, что больше не чувствуешь себя своим вообще нигде вокруг. Ты выходишь на улицу и все продолжаешь жить по каким-то своим правилам. Люди думают иначе, реагируют иначе, общаются иначе. Даже обычные бытовые ситуации начинают ощущаться по-другому. Иногда ты ловишь себя на мысли, что начинаешь уставать не физически, а именно психологически. От того, что мозг постоянно находится в режиме адаптации. Даже простые вещи, которые раньше происходили автоматически, теперь требуют внутреннего напряжения. В какой-то момент появляется очень странное и интересное чувство. Будто ты все время находишься немного как бы вне, то есть снаружи этой жизни. Ты вроде уже здесь живешь, знаешь улицы, знаешь магазины, даже начинаешь привыкать к местным привычкам, местному юмору, но до конца своим все равно не становишься. И для некоторых людей именно это становится самым тяжелым. Не жара, не бытовые проблемы, а ощущение, что ты постоянно существуешь между двумя мирами. Есть люди, которые думают, вот перееду в другую страну и начну новую жизнь. Но проблема в том, что самого себя ты все равно забираешь с собой. Ты не можешь оставить себя старого где-то там. И иногда здесь, посреди океана, человек впервые остается наедине с собой по-настоящему. Без привычного круга общения, без семьи, без знакомого мира. И оказывается, что убежать от внутренней пустоты намного сложнее, чем купить билет в другую страну. Иногда человек может жить возле океана в красивой стране, среди пальм, и чувствовать себя намного более одиноким, чем в маленьком городе, из которого он когда-то уехал. Потому что настоящее одиночество – это не когда вокруг нет людей, а когда рядом нет никого, кто помнит и понимает тебя прошлого.
И, наверное, именно здесь многие впервые понимают, что иммиграция не решает внутренние проблемы автоматически. Скорее, она даже делает их немного заметнее, вытягивает их наружу. Когда ты долго живешь в другой стране, ты постепенно начинаешь терять свою старую жизнь. Не резко, не в один момент, а очень медленно. Сначала ты просто реже созваниваешься с друзьями, потом пропускаешь какие-то события, чьи-то дни рождения, встречи, праздники. Потом замечаешь, что некоторые люди вообще перестали тебе писать. Не потому что стали хуже, просто у каждого дальше начинается своя жизнь. Ты вдруг понимаешь, что там, откуда ты уехал, жизнь продолжается, но уже без тебя. Появляются новые компании, новые истории, новые воспоминания, в которых тебя уже нет. И это очень странное чувство. Потому что здесь, на Филиппинах, ты все еще не до конца свой. Но и там, в старой жизни, ты уже тоже постепенно становишься человеком издалека. Иногда ловишь себя на мысли, что у тебя будто больше нет одного конкретного места, которое ты можешь назвать домом на 100%. И вот этот момент, как мне кажется, для многих оказывается намного тяжелее, чем сама иммиграция. Потому что человек начинает понимать, назад вернуться можно, но вернуться в ту жизнь, которая была раньше, уже нельзя. Не надо думать, что людей ломают какие-то большие проблемы. Чаще же все происходит намного тише, медленно, через сотни бытовых мелочей, через ощущение, что ты постоянно немного не на своем месте, через усталость от чужого языка вокруг, от невозможности объяснить какие-то простые вещи так, как ты привык, через чувство, что даже спустя годы ты все равно остаешься здесь чужим. В какой-то момент человек начинает замечать, что раздражение копится внутри постепенно, не из-за какой-то одной конкретной ситуации, а просто потому, что психика устает все время находиться в чужой среде, пытаться понять ее. У кого-то в такой момент внутри просто заканчиваются силы адаптироваться. Не потому, что страна плохая или что-то не так с тобой, а потому что психологически жить внутри совершенно другого мира намного сложнее, чем кажется со стороны. Именно поэтому одни люди спустя месяц начинают ненавидеть все вокруг, а другие со временем наоборот, начинают чувствовать здесь какое-то внутреннее спокойствие. Но несмотря на все это, некоторые люди все равно остаются здесь на годы. И я заметил одну вещь. Те, кто остаются здесь надолго, в какой-то момент перестают каждую минуту сравнивать новую жизнь со старой, перестают пытаться вернуть ощущение как дома, перестают ждать, что страна подстроится под них, и только после этого начинают по-настоящему видеть место, в котором живут. Без розовых очков, но и без постоянного напряжения. И, наверное, именно тогда Филиппины начинают ощущаться не как временное приключение, а как часть жизни. Не идеальный, не всегда удобный, но настоящий. И, возможно, именно поэтому некоторые люди спустя годы уже не могут представить себя где-то в другом месте. И при всем этом, знаете, что самое странное? Некоторые люди здесь впервые за долгие годы начинают чувствовать себя спокойнее. Не счастливее, не успешнее, а именно спокойнее внутри. Потому что постепенно уходит вот эта постоянная гонка, в которой многие жили годами. Ты начинаешь замечать вещи, на которые раньше вообще не обращал внимания. Такие простые вещи, как шум дождя ночью, как пустая ночная дорога, как обычный ужин дома, когда никто никуда не спешит. Понимаешь, что жизнь — это не только бесконечная попытка все успеть. Наверное, именно поэтому некоторые люди остаются здесь, даже несмотря на все сложности. Не потому, что Филиппины идеальны, а потому, что здесь они впервые почувствовали, что могут жить чуть медленнее, чуть-чуть спокойнее, чуть более настояще. И, возможно, именно этого им не хватало всю жизнь. Если вам близки такие темы, то подписывайтесь, потому что дальше на канале будет еще больше не только про Филиппины, но и про реальную жизнь внутри иммиграции. Без идеальной тропической картинки, но и без постоянного какого-то нагнетания и негатива. И мне очень интересно почитать ваши истории. Расскажите, бывало ли у вас так, что вы меняли город, работу или окружение в надежде начать все с чистого листа, но в итоге понимали, что уехали вместе со своими старыми проблемами? Как вы с этим справлялись? Да, безусловно, Филиппины — это не рай, но при этом и не ад. Это просто место, которое очень быстро показывает человеку, готов ли он жить в настолько непривычном для себя мире. Кто-то после этого покупает билет обратно, а кто-то вдруг понимает, что впервые за долгое время чувствует себя по-настоящему живым.